Сусанна была обычной, вполне здоровой женщиной. Но однажды молодая журналистка начала вести себя не совсем нормально. Ее поведение было настолько странным, что ее пришлось госпитализировать. Поначалу врачи считали, что это какое-то психическое расстройство. Вот как она описывает то время: я могла рыдать несколько минут в истерике, а через минуту рассмеяться. Я очень странно и необычно двигалась, все время вытягивала руки вперед. В одну минуту я была абсолютно нормальным человеком, а через пару секунд мной овладевали галлюцинации, и я могла заявлять, что мой отец меня похитил. Она начала отбиваться от медсестер, когда те пытались ее успокоить. У нее были настоящие припадки. Она верила, что персонал больницы что-то задумал против нее. По словам врача, ее мозг был в огне. Но они не могли понять, в чем же была причина такого поведения. Это был очень редкий случай, когда человек так неожиданно начал вести себя не совсем нормально. Тогда невролог Сухил Нажар Саухил Неджджер после тщательного осмотра заподозрил, что у невротического расстройства на самом деле может быть другая причина. Чтобы проверить свою догадку, он попросил пациентку нарисовать часы. И это спасло ей жизнь. Вот что она нарисовала. Часы, на которых цифры только с одной стороны. Этот рисунок доказал, что у нее поражено только одно полушарие мозга, и то, что у болезни не психические, а неврологические истоки. После тщательного обследования и биопсии стало ясно, что у Сузанны аутоиммунное заболевание, которое называется анти-НМДА рецепторный энцефалит. Из-за развития этой болезни ее собственные антитела атаковали мозг, провоцируя его отек и поражение. К счастью, врачи быстро подобрали медикаментозное лечение, и сегодня женщина полностью здорова. Коварство болезни в том, что пациентов с такими симптомами часто госпитализируют и лечат психическое расстройство, хотя на самом деле это расстройство органическое. Болезнь может привести к серьезному поражению мозга и даже к летальному исходу, но ее также можно быстро вылечить, если обнаружить проблему вовремя. Сегодня Сузанна благодарна врачам и своей судьбе за то, что ей удалось выжить после этого. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.